Ученые зафиксировали на дне Антарктики правильные геометрические узоры, концентрические окружности диаметром свыше 20 километров, которые не имеют природного объяснения. Сонарные карты показали под ледяным шельфом структуры с прямыми углами и симметричными платформами на глубине 800 метров, точь-в-точь, как фундаменты затопленных городов. А самое невероятное, радиоуглеродный анализ образцов породы из этого района дал возраст около 12 тысяч лет. Именно тогда, по версии Платона, погрузилась под воду Атлантида. На ней была изображена Антарктида, без ледяного покрова, с детально прорисованными горными хребтами и береговой линией. В 1953-м турецкий офицер Халил Бихлюль Харид передал американскому картографу Чарльзу Хепгуду карту, которая пролежала в Стамбульском дворце Топкапы 4 века. Проблема в том, что материк официально открыли только в 18 веке, а реальный рельеф подо льдом удалось установить лишь в 20-м с помощью сейсмографов и спутников. Карта Пири Рейса, составленная в 1513-м, совпала с современными данными с точностью до нескольких десятков километров. Хепгуд отправил копию карты в штаб американских военно-воздушных сил. Аналитики авиационной разведки ответили письменным заключением. Картографические проекции выполнены с математической точностью, которая требует инструментов, недоступных в XVI веке. Они также указали, что береговая линия на карте соответствует данным сейсмической разведки, проведенной в 1958-м в рамках Международного геофизического года. Военные назвали это необъяснимым. Сам Пири Рейс оставил пометку на полях карты. Он написал, что скопировал ее с более древних источников, часть из которых относилась к эпохе Александра Македонского. Откуда у португальцев карта незамерзшей Антарктиды, он не объяснил. Некоторые из этих источников, по его словам, он нашел в архивах, захваченных у португальских мореплавателей. Российская антарктическая экспедиция в 2012-м пробурила скважину до подледникового озера Восток и подняла образцы воды, замерзшей примерно 15 миллионов лет назад. Но в верхних слоях Керна, датированных возрастом около 12 тысяч лет, обнаружили нечто неожиданное. Пыльцу тропических растений и споры деревьев, которые не растут южнее 40 градуса широты. Это означает одно: когда-то здесь было тепло, достаточно тепло для лета. Американский геолог Рэндалл Карлсон наложил батиметрические карты антарктического шельфа на координаты, которые Платон указал для Атлантиды в диалоге Крит. Карлсон получил пересечение координат в районе моря Уэддела. По описанию Платона, остров располагался за Геркулесовыми столбами, то есть за Гибралтаром, и тонул в направлении на запад и юг. Именно там в 2022-м британский ледокол Агириас зафиксировал на дне те самые концентрические структуры. Норвежский геолог Питер Шольц изучил донные отложения моря Уэддела и установил, что примерно 11 600 лет назад уровень воды здесь резко поднялся за период менее 300 лет. Скорость затопления была катастрофической по геологическим меркам. Шольц связал это с таянием ледника Западной Антарктиды в результате резкого потепления, которое геологи называют поздним Дриасом. За несколько столетий под водой оказалась территория размером с современную Испанию. Платон писал, что Атлантида исчезла за одни сутки и одну ночь. Геологи говорят о 300 годах. Разница существенная, но если учесть, что Платон пересказывал египетские источники, которым самим было несколько тысяч лет, погрешность становится объяснимой. Египетские жрецы, по словам Платона, говорили афинскому законодателю Солону, что катастрофа произошла 9 тысяч лет назад. Если отсчитывать от VI века до нашей эры, получается как раз около 11,5 тысяч лет назад. Дата совпадает с данными Шольца с точностью до 100 лет. В феврале 2022 британский исследовательский корабль Агириас передал в Кембриджский университет пакет сонарных данных, который руководитель экспедиции Джон Смит попросил не публиковать до завершения анализа. Данные пролежали под грифом для внутреннего использования 9 месяцев. Когда их все-таки опубликовали в журнале Nature Geoscience, редакция сопроводила статью беспрецедентной пометкой: результаты не имеют общепринятого объяснения в рамках известных геологических процессов. Сонар зафиксировал на дне моря Уэддела 12 концентрических валов, расходящихся от центральной точки правильными кольцами. Внешний диаметр структуры 27 километров. Валы возвышаются над дном на 4-6 метров и сложены из материала, отличного по плотности от окружающих донных отложений. Между кольцами достаточно ровные плоские участки шириной от 800 до 1200 метров. Геологи из группы Смита перебрали 18 возможных природных объяснений. От кратеров метеоритного удара до активности подводных вулканов. Ни одно не подошло. Метеоритный кратер отпал первым. При ударе кольца не бывают одинаковой высоты, а здесь все 12 валов выровнены с отклонением менее 20 сантиметров. Вулканическое происхождение исключили, потому что в центре структуры нет кальдеры и нет следов лавовых потоков. Соляные диапиры, подземные соляные купола, которые иногда создают кольцевые структуры, здесь тоже не подходят. Соляных пластов в этом районе нет. Ледниковая деятельность оставляет совершенно иной рисунок.
Геохимик из Массачусетского технологического института Сара Кляйн получила образцы материала из валов и провела изотопный анализ. Результат озадачил ее настолько, что она повторила анализ трижды. Материал валов содержал повышенную концентрацию кремнезиума со структурой, характерной для обожженного или термически обработанного камня. Проще говоря, для камня, который нагревали намеренно. Возраст образцов по изотопу углерода-14 составил 11 400 лет, плюс-минус 200 лет. Гравиметрия измеряет плотность пород на глубине по отклонениям гравитационного поля. Параллельно группа геофизиков из Гамбургского университета обработала данные гравиметрического сканирования этого района, собранные европейским спутником ГОЦЕ в 2013. На карте под концентрическими кольцами обнаружилась аномалия. Плотный прямоугольный массив размерами примерно 3 на 5 километров, залегающий на глубине 40 метров под донными отложениями. Прямоугольная форма в природе не встречается. Немецкие геофизики отправили запрос в Европейское космическое агентство с просьбой предоставить необработанные данные ГОЦЕ по этому квадрату. Агентство ответило через 42 дня и сообщило, что данные по запрошенным координатам находятся на техническом обслуживании. Запрос повторили через 3 месяца. Ответ был идентичным. Гамбургская группа опубликовала этот факт в своей статье отдельным абзацем, назвав его административным препятствием необъясненного характера. Американский океанолог Роберт Феррелл из Вудсхоллского института сравнил координаты антарктических структур с данными проекта BADMAP-2, детальной картой рельефа антарктического дна, составленной в 2013 по результатам аэрогеофизической съемки. Под ледяным шельфом в том же районе просматривается затопленная речная долина длиной около 180 километров с притоками. Долина уходит вглубь континента и заканчивается у подножия горного хребта, который сейчас скрыт под 2 километрами льда. Реки не текут подо льдом. Эта долина образовалась, когда здесь не было ни льда, ни воды. Затопленная речная долина под антарктическим шельфом не единственный след того, что здесь когда-то существовала суша с нормальным климатом. В 2019-м австралийские геологи из Университета Нового Южного Уэльса подняли с дна моря Уэдделла колонку донных отложений длиной 3 метра. В слоях, соответствующих периоду от 14 до 9 тысяч лет назад, они обнаружили пыльцу 28 видов растений, в том числе бука, клена и папоротников, которые сегодня растут в Патагонии и Новой Зеландии. Ни один из этих видов не существует в Антарктиде ни в каком виде. Но пыльца — это еще объяснимо. Ветер переносит пыльцу на тысячи километров, и скептики именно так и объяснили находку. Объяснить следующее оказалось сложнее. В том же Керне, на глубине, соответствующей возрасту около 11 тысяч лет, австралийцы нашли микроскопические частицы древесного угля правильной кубической формы. Природный пожар дает уголь хаотичной формы. Кубическая форма угольных частиц означает контролируемое горение, то есть костер или печь. Руководитель группы, профессор Алан Купер, отказался комментировать эту находку для прессы и ограничился одной фразой в статье. Происхождение данных частиц требует дальнейшего изучения. Шведский геоархеолог Эрик Линдквист в 2021 наложил батиметрическую карту района на математическую модель расположения берегов при уровне моря на 120 метров ниже современного. Именно такой уровень был во время последнего ледникового максимума. Получившаяся береговая линия обнажает в море Уэдделла архипелаг из 3 крупных островов и десятков мелких, общей площадью около 900 тысяч квадратных километров. Это больше, чем современная Франция и Германия вместе взятые. Климатическое моделирование показало, что при тогдашнем положении магнитных полюсов этот архипелаг находился примерно на широте современного Лондона, то есть имел умеренный климат, пригодный для земледелия. Концентрические кольца на дне расположены точно в центре самого крупного из этих исчезнувших островов. По модели Линдквиста, именно здесь находилась самая высокая точка острова. Холм высотой около 200 метров над тогдашним уровнем моря. Платон в Крите описывал центр Атлантиды как холм, вокруг которого были прорыты концентрические каналы с водой. Чередование водяных каналов и суши создавало кольцеобразную структуру вокруг центрального холма. Расстояние между кольцами по Платону около стадия, то есть примерно 180 метров. На сонарных картах расстояние между валами на дне Уэдделла от 800 до 1200 метров. Цифры не совпадают точно, но Платон мог описывать только внутреннюю часть города, тогда как сонар фиксирует всю структуру целиком. В 2023-м группа испанских археологов из Мадридского автономного университета применила к антарктическим данным метод, разработанный для поиска погребенных городов на Ближнем Востоке. Метод основан на анализе аномалий теплового излучения. Погребенные каменные конструкции иначе поглощают и отдают тепло, чем однородный грунт. Спутниковые тепловые снимки района моря Уэдделла показали под дном несколько десятков прямоугольных аномалий размерами от 20 до 200 метров. Испанцы назвали их структурами неизвестного происхождения и предложили провести бурение
бурение в 6 точках. Заявка на бурение была подана в научный комитет по антарктическим исследованиям в январе 2024 года. На момент последних доступных данных разрешения на экспедицию выдано не было. Официальная причина — необходимость дополнительной экологической экспертизы. Испанская группа указала в открытом письме, что аналогичные экспедиции в других районах Антарктиды получали разрешение в течение 3-6 месяцев. Их заявка ждет ответа уже больше года. Антарктический лед — это не просто замерзшая вода. Это послойный архив земной атмосферы за последние 800 тысяч лет. Каждый год добавляет новый слой, и в каждом слое запечатаны пузырьки воздуха, частицы пыли, химические соединения. Все, что носилось в атмосфере в тот год. Керны льда, поднятые со станции «Восток» и с европейской станции «Эпика» в куполе Си, позволяют читать климатическую историю планеты как книгу. В слое, соответствующем примерно 11 600 годам назад, все керны фиксируют одно и то же — резкий скачок температуры за период менее 100 лет. Среднегодовая температура в Антарктиде выросла на 7 градусов Цельсия. Такого быстрого потепления не было ни разу за все 800 тысяч лет записи. Следом, через несколько десятилетий, температура также резко упала. В климатологии этот эпизод называют поздним Дриасом и датируют с точностью до нескольких десятков лет благодаря годовой слоистости льда. И пока ученые пытаются разгадать загадки Антарктиды, вы можете разгадать секреты нейросетей. Заходите на playprofit.com, где собраны все популярные нейросети по одной подписке, и не забудьте, что по ссылке в описании вас ждет бонус 500 токенов. Живое доказательство того, что не только ледяные шельфы могут скрывать сокровища. Одновременно с температурным скачком в том же слое льда зафиксировано резкое увеличение концентрации сажи и иридия. Иридий — это металл, который практически не встречается в земной коре, но в больших количествах содержится в метеоритах и кометах. Повышенное содержание иридия в тонком слое осадков по всему миру. Именно этот признак в 1978-м указал на падение астероида, уничтожившего динозавров 66 миллионов лет назад. Слой с иридием у границы 11,5 тысяч лет обнаружили не только в антарктическом льду. Его нашли в донных отложениях Северной Атлантики, в пещерных натеках Мексики и в торфяных болотах Шотландии. Гипотеза кометного удара как причины резкого потепления и последующего катастрофического похолодания была сформулирована в 2007 группой из 26 ученых из 8 стран. Они назвали ее гипотезой Дриасового импакта. Согласно этой модели, фрагменты кометы или астероида упали на североамериканский ледниковый щит около 11 600 лет назад. Взрывы и пожары уничтожили большую часть мегафауны Северной Америки — мамонтов, мастодонтов, лошадей. Резкое таяние льдов вызвало мощнейшие наводнения и подъем уровня Мирового океана. Для Антарктиды этот удар имел отдельные последствия. Американский глициолог Тед Скамбас из Национального центра данных о снеге и льде подсчитал, что при 7-градусном потеплении за 100 лет западный антарктический ледниковый щит мог потерять от 30 до 50% своего объема. Это означает подъем уровня моря в районе Уэдделла на дополнительные 20-30 метров сверх общемирового подъема. Любая суша в этом районе высотой менее 150 метров над тогдашним уровнем моря ушла бы под воду в течение жизни 2-3 поколений. В 2018-м японские глициологи со станции Сёва пробурили скважину в восточной части шельфа Фильхнера. Это прямо над районом обнаруженных концентрических структур. На глубине 840 метров они вышли на слой льда с необычными включениями. Лед здесь был не белым, а голубоватым. Признак очень высокого давления и очень медленного формирования. В этом слое обнаружились включения темного материала, который первоначально приняли за вулканический пепел. Химический анализ показал иное. Это была окись железа с примесями углерода и кальция, состав характерный для обожженного кирпича или керамики. Японская группа опубликовала результаты в специализированном журнале по глициологии без какой-либо интерпретации находок. В разделе обсуждения стояла единственная фраза: природа данных включений остается невыясненной и требует независимой верификации. Ни одна другая группа верификацию не провела, по крайней мере, публично. Платон написал об Атлантиде дважды, в диалогах Тимей и Критий, около 360 года до нашей эры. Большинство историков считают это философской аллегорией. Но есть одна деталь, которую аллегорией объяснить сложно. Платон указал конкретные размеры острова. Он написал, что Атлантида была больше Ливии и Азии вместе взятых, то есть больше всей известной грекам части мира. Для философской притчи это избыточно конкретно. Философы не указывают площадь выдуманных островов. Египетский жрец Сонхис из Саиса, от которого Солон якобы получил историю, сослался на записи, хранившиеся в храме богини Нейт. Храм в Саисе существовал реально. Его описывали несколько античных авторов. Геродот лично посещал Саис в V веке до нашей эры и видел библиотеку при храме. Что именно в ней хранилось, неизвестно. Храм разрушили в IV веке нашей эры.
Британский исследователь Джон Спаркс в 2023 провел сравнительный анализ описания Атлантиды у Платона с батиметрическими данными по морю Уэддела. Он сопоставил 31 конкретную деталь из текста Платона с физическими характеристиками затопленного архипелага по модели Линдквиста. 24 детали совпали точно или с незначительными отклонениями. Платон упоминал горы на севере острова. Горный хребет в северной части архипелага подтверждается данными BadMap2. Платон писал о равнине на юге. Южная часть архипелага по модели представляет собой плоское плато. Платон указывал на наличие рек. Затопленная речная долина, обнаруженная Феррелом, уходит именно в южную равнину. 7 деталей из 31 не совпали или остались непроверяемыми. Спаркс опубликовал результаты в независимом журнале, поскольку 3 крупных академических издания отклонили статью без рецензии. Израильский лингвист Даниэль Ваксман в 2022 провел анализ древнеегипетских текстов периода Среднего Царства, примерно 2000 лет до нашей эры. Он искал упоминания о земле за южными водами. Стандартная египетская формула для территорий к югу от известного мира. Ваксман нашел в папирусе Хариса I, хранящемся в Британском музее, фрагмент, который прежде переводили как «острова в Великом Круговороте». Ваксман предложил альтернативный перевод «острова в замерзшем море на юге». Разница в одном иероглифе, который может означать и круговорот, и застывшую воду. Египтологи разделились во мнениях. Самое неудобное совпадение касается металла. Платон упоминал, что Атлантида была богата особым металлом под названием орехалк. Горная медь по-гречески. Он описывал его как второй по ценности металл после золота, с красноватым блеском. В 2015-м у берегов Сицилии подняли слитки из затонувшего корабля VI века до нашей эры. Итальянские металлурги идентифицировали сплав как латунь с необычно высоким содержанием цинка, около 28%. Такой сплав дает именно красноватый блеск. Технология производства латуни с таким содержанием цинка в VI веке до нашей эры считалась невозможной. Цинк плавится и почти испаряется раньше, чем успевает соединиться с медью при обычном нагреве. Для получения такого сплава нужна закрытая печь с контролируемым давлением. Геохимический анализ антарктических образцов из валов в море Уэддела, проведенный Сарой Кляйн, выявил в том числе следы цинка в концентрациях, аномально высоких для морского дна. Кляйн не связала эту находку с орехалком. В ее статье цинковая аномалия упомянута в одной строке как геохимическая особенность, требующая объяснения. Связь между сицилийскими слитками, описанием Платона и антарктическими образцами впервые провел Спаркс. В той самой статье, которую отклонили 3 редактора. В марте 2023-го норвежский программист Håkon Berg скачал с открытого сервера НАСА архив спутниковых снимков Антарктиды в инфракрасном диапазоне за период с 2009 по 2022 год. Берг искал аномалии теплового излучения для своей диссертации по дистанционному зондированию. В массиве данных по морю Уэддела он обнаружил разрыв. Снимки за период с ноября 2016 по март 2018 по квадрату координат 78 градусов южной широты и 45 градусов западной долготы отсутствовали полностью. Соседние квадраты за тот же период были представлены в полном объеме. Берг направил запрос в НАСА через официальную форму обратной связи. Ответ пришел через 21 день. Данные за указанный период недоступны в связи с техническим сбоем спутниковой аппаратуры. Берг проверил технические журналы спутника «Аква», который ведет инфракрасную съемку Антарктиды. В журналах за ноябрь 2016, март 2018 никаких сбоев не зафиксировано. Спутник работал штатно и снимал все остальные квадраты без перерыва. Берг опубликовал свои выводы в блоге и на форуме по дистанционному зондированию. Пост собрал около 40 тысяч просмотров за 3 дня, после чего аккаунт Берга на форуме был заблокирован администрацией без объяснений. Сам Берг сообщил об этом в интервью шведскому научно-популярному изданию Forskning och Framsteg в июне 2023 года. Пропавший период ноябрь 2016 по март 2018 совпадает с датами американской антарктической экспедиции, о которой в открытых источниках почти нет информации. Известно лишь, что в ноябре 2016 госсекретарь США Джон Керри совершил визит на американскую антарктическую станцию МакМёрдо в разгар президентских выборов, что было воспринято прессой как политически странный шаг. Официальная цель визита – ознакомление с климатическими исследованиями. Пресс-служба Государственного департамента отказала журналистам в сопровождении делегации дальше главного корпуса станции. Российские источники добавляют еще один слой к этой картине. В 2017-м православный портал «Русская народная линия» опубликовал интервью с анонимным сотрудником российской антарктической программы, который утверждал, что в период с декабря 2016 по февраль 2017 в районе моря Уэддела фиксировалась активность американских военно-морских судов, не характерная для научных экспедиций. По словам источника, российские полярники наблюдали сбор
борта судна «Академик Федоров» огни как минимум 3 крупных кораблей в районе, где по международным соглашениям не должно было находиться никаких судов. Проверить это утверждение независимым образом невозможно. Французский исследователь Тьерри Жамар в 2024 подал запрос по закону о свободе информации в Министерство обороны США с просьбой предоставить документы о любых военных операциях в море Уэдделла в период с 2015 по 2020. Ответ пришел через 112 дней. Максимально допустимый срок по американскому законодательству. Министерство подтвердило существование 23 документов, соответствующих запросу, и отказало в их предоставлении, сославшись на раздел 1 Закона о свободе информации. Национальная безопасность. 23 документа о военной активности в районе, где ученые обнаружили необъяснимые геометрические структуры на дне, закрыты грифом государственной тайны. Это не теория заговора, это официальный ответ Пентагона, зафиксированный в реестре запросов по закону о свободе информации под номером 24-FPA-00784. Вопрос. Кто построил упирается в одну фундаментальную проблему? По официальной хронологии истории 11 600 лет назад не существовало никакой цивилизации, способной возводить сооружение диаметром 27 километров. Homo sapiens в тот период жил небольшими группами охотников и собирателей. Первые известные города – Иерихон и Чатал-Хьююк – появились примерно 9 тысяч лет назад, и их размеры не превышали нескольких гектаров. Разрыв между официальной историей и тем, что лежит на дне моря Уэдделла, составляет как минимум 2-3 тысячи лет цивилизационного развития. Но официальная хронология в последние 20 лет трещит по швам в нескольких точках одновременно. Göbekli-Tepe в Турции. Комплекс монументальных каменных колонн весом до 20 тонн каждая. Датируется 12 тысячами лет. Его построили по всем признакам охотники и собиратели, у которых не должно было быть ни организации труда, ни инструментов для такого строительства. Göbekli-Tepe перевернул представление об уровне развития людей того периода. Это уже не теория, но это признанный археологический факт. Гипотеза о том, что Göbekli-Tepe был построен выжившими после катастрофы 11,5 тысяч лет назад, принадлежит британскому журналисту и исследователю Грэму Хэнкоку и была отвергнута академическим сообществом как ненаучная. Однако в 2023 группа турецких и немецких археологов опубликовала анализ символики на колоннах Göbekli-Tepe. Они установили, что рельефы на одной из центральных колонн, так называемом стервятниковом камне, представляют собой астрономическую карту, фиксирующую положение созвездий в период примерно 11 тысяч лет назад. На той же колонне изображена комета и сцена массовой гибели людей. Авторы статьи в журнале Mediterranean Archaeology and Archaeometry осторожно предположили, что строители Göbekli-Tepe могли быть очевидцами катастрофы, уничтожившей их прежнюю цивилизацию. Американский антрополог Ричард Фицпатрик из Стэнфорда в 2022 провел сравнительный анализ мифов о потопе из 118 культур по всему миру. Он выявил 8 устойчивых элементов, повторяющихся в большинстве мифов независимо от географии. Внезапное затопление, гибель большого острова или материка, спасение небольшой группы людей, которые принесли знания в новые земли, и указание на то, что катастрофа произошла давным-давно, в большинстве традиций срок составляет от 10 до 12 тысяч лет в пересчете на современное летосчисление. Фицпатрик заключил, что такое единообразие не может быть случайным и указывает на общие исторические истории. Если структуры на дне моря Уэдделла действительно построены людьми, возникает следующий вопрос. Что они умели? 27 километров в диаметре, 12 концентрических колец с отклонением менее 20 сантиметров, прямоугольный массив под дном размером 3 на 5 километров. Для сравнения, самое большое сооружение древнего мира, Великая Китайская стена, строилось 2000 лет и потребовало труда миллионов людей. Концентрическая структура в Уэдделле по объему земляных работ сопоставима с несколькими такими стенами. Либо у строителей было население в миллионы человек и несколько столетий времени, либо у них были технологии, которых мы не знаем. Либо третий вариант, который академическое сообщество не рассматривает публично. Структуры имеют нечеловеческое происхождение. Этот вариант в открытых научных публикациях не упоминается. Но в 2024 сенатские слушания в США по теме неопознанных аномальных явлений, на которых выступали бывшие сотрудники военной разведки, включали закрытую сессию продолжительностью 4 часа. Тема закрытой сессии официально не раскрывается. Один из участников слушаний, бывший офицер разведки Дэвид Груш, в интервью после заседания на вопрос о связи антарктических аномалий с темой слушания ответил односложно, без комментариев. Молчание — тоже ответ. Особенно, когда молчат люди, которым по должности положено знать. Вернемся к вопросу, с которого начали. Найдена ли Атлантида? Формально нет. Ни один официальный научный орган не сделал такого заявления. Но посмотрим на то, что есть фактически. На дне моря Уэдделла лежат 12 концентрических колец диаметром 27 километров, без природного объяснения.
Под ними прямоугольный массив, который природа не создает. Возраст материала 11 400 лет. В том же слое донных отложений древесный уголь кубической формы, то есть следы контролируемого горения. В антарктическом льду того же периода иридий, сажа и резкий температурный скачок, характерный для глобальной катастрофы. Карта незамерзшей Антарктиды существовала в 16 веке, хотя материк открыли позже, а его рельеф установили еще позже. Данные спутниковой съемки по этому квадрату отсутствуют за 1,5 года без объяснений. 23 военных документа об активности в этом районе засекречены. Каждый из этих фактов по отдельности можно объяснить или отмахнуться от него. Все они вместе образуют картину, которую сложно назвать случайным совпадением. Главное препятствие для окончательного ответа – физические. Структуры лежат под 800 метрами воды и десятками метров донных отложений в одном из самых труднодоступных районов планеты. Бурение в 6 точках, которые предложили испанские археологи, дало бы конкретные образцы из самих структур. Заявка заблокирована уже больше года. Без бурения, без подводных аппаратов, без прямого контакта с объектом, все остается на уровне сонарных изображений и косвенных данных. Но косвенные данные иногда говорят громче прямых. В 1947-м американская экспедиция «Высокий прыжок» под командованием адмирала Бёрда провела в Антарктиде масштабную военную операцию с участием 13 кораблей, 23 самолетов и 4700 военнослужащих. Официальная цель – картографирование материка. Экспедиция была рассчитана на 8 месяцев, но свернулась через 2. Бёрд на пресс-конференции в Чили заявил журналистам, что его силы столкнулись с противником, способным летать от полюса до полюса с невероятной скоростью. Это интервью опубликовала чилийская газета «Эль Меркурио» в марте 1947-го. Официальных комментариев от американского правительства не последовало никогда. В 1979-м советская антарктическая экспедиция зафиксировала под ледяным щитом в районе Земли Королевы Мод тепловую аномалию площадью около 100 квадратных километров. Температура под льдом была на 11 градусов выше, чем должна быть при любых известных геотермальных процессах. Советские ученые засекретили данные. Они стали известны только после рассекречивания части архивов в 1993-м. Два государства, СССР и США, в разное время засекречивали антарктические данные. Обе страны проводили там военные операции в мирное время. Обе отказывали в доступе к информации. Это не совпадение интересов, это параллельное поведение, которое предполагает параллельное знание. Атлантида, как название, это Платон. Но катастрофа 11,5 тысяч лет назад, уничтожившая развитую цивилизацию в южных широтах, это уже не Платон. Это иридии в антарктическом льду. Это пыльца тропических деревьев на дне Уэддела. Это затопленная речная долина длиной 180 километров. Это кубические частицы угля в слое возрастом 11 тысяч лет. Правда не спрятана в засекреченных архивах. Она лежит на дне под 800 метрами воды в море Уэддела. И единственное, что мешает ее достать, это не технологии и не деньги. Разрешение на бурение стоит меньше, чем 1 день работы авианосца. Его просто не дают.